использую медиум фотографию, и я использую в основном аналоговую часть. Некоторые фотопроцессы, классические фотопроцессы или исторические фотопроцессы, их еще называют, я видоизменяю для того, чтобы они мне служили в моих художественных практиках. И в аналоговой фотографии мне вообще всегда, с давнего времени, всегда был интересен этот элемент неожиданности и этой бреши, которая образуется между процессом съемки и процессом проявления. Да, и в каждый момент ты можешь делать это сотню раз, повторять одно и то же, да, но все равно есть возможность неожиданно обнаружить что-то, что кто еще никогда не видел. И я просто нашел способ проявления, довольно специфический, которые соответствовали каким-то моим представлениям о прекрасном. Да, ты как бы немного от постоянного ожидания ты то засыпаешь, то просыпаешься на этой территории, ну, потому что там ожидание в очереди может составлять там 8 часов, 10 часов. Ты то засыпаешь, то просыпаешься, и тебе снятся какие-то сны. Да, и в основном мне как-то приснилось что-то такое. Ну, это как приснилось, да, но как бы к художнику уже приходит работа не от того, что он там глубоко анализирует, там не только, ну, есть художники, например, которые анализируют какой-то материал, там, исторический материал и делают вывод, да, или они анализируют архив, или они анализируют свои фотографии и находят в них что-то общее, да, и составляют серию. Да. Я анализирую свои переживания и свои ощущения. И эти переживания и ощущения, я не могу, я не живописец. Да, и я стремлюсь их зафиксировать фотографически, ну, как умею. С учетом того, что я не живописец, а фотограф. И поэтому я вторгаюсь, в общем-то, на территорию, которая для фотографии, она как бы считается, что она практически недоступна, что это доступно для живописи, когда вы свои фантазии переносите на холст или на бумагу. Да. А в данном случае я стремлюсь их сфотографировать. Я больше ничего не умею делать просто.